Half-Life 3 выйдет. Мемы с инъекторами надежды по всему интернету. В Твиттере каждый зачухан пишет эти тупые посты про «О, я знаю кое-что потрясающее, о чем вы скоро узнаете». На каждом углу почему-то говорят о Half-Life 3, о которой ничего не было слышно почти 10 лет. И даже была дата. Дата 18 ноября. Что-то случится 18 ноября. Ничего не случилось 18 ноября, не. Да. Нас снова обманули с выходом Half-Life, ребят, да, так случилось опять. Так что логично, что все разбрелись, городские сумасшедшие снова сидят в своих палатах, но хайп как будто бы никуда не исчез почему-то, да. Про Half-Life 3 все еще говорят, в нее все еще верят, но почему? Спустя столько лет, когда всякая надежда уже умерла, когда выросло поколение, которое предпочтет увидеть Гордона Фримена как скин в Роблоксе, чем что-то другое, и когда кажется, что новая халва умрет под грузом ожиданий игроков, почему именно сейчас заговорили о третьей части? Сегодня мы в этом и разберемся. Я расскажу, почему Valve боятся цифры 3, что случилось после выхода второго эпизода, почему датамайнеры уверены в скорый анонс и выход Half-Life 3 и что революционного готовит нам дядюшка Гейб. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, становитесь участником конкурса на пиццу 4 сыра в Телеграме и проверяйте ссылки в описании, чтобы ничего не пропустить. Доставайте Zen Кристалл, кладите его в тележку, ведь с вами был Джать, и мы начинаем. Тут надо бы понять, а почему с Half-Life 3 тянут столько времени и почему внезапно именно сейчас дозы хопиума превысили допустимые нормы для организма. Планы на третью часть появились не когда-нибудь, а еще аж в конце 90-х, сразу после выхода первой части. Именно тогда Valve зарегистрировала два домена — half-life2.com и half-life3.com. Это, конечно, ничего не доказывает, и Valve, скорее всего, сделала это, чтобы застолбить место, так сказать, и потому что была обязана сделать определенное количество игр для своего издателя Sierra, из-за чего Counter-Strike внезапно стала частью серии, хотя никакого прямого отношения к ней она не имела. Но учитывая невероятный успех Half-Life и некоторые интервью, можно предположить, что где-то до 2005 года Valve были абсолютно уверены, что выпуск третьей части просто неизбежен. Но потом кое-что изменилось. Вы даже не представляете, насколько старые слухи о Half-Life 3. Они начали появляться еще до того, как вышла вторая часть, поскольку некоторые игровые журналисты были уверены, что наработки триквела уже существуют, к удивлению самого Гейба Ньюэлла. И насколько большими стали эти слухи спустя всего секунду после выхода Half-Life 2, я могу вам даже не объяснять, ведь не просто так же мы собрались вокруг этого видео. Так что спустя всего несколько месяцев после выхода сиквела по интернету начали гулять железобетонные доказательства существования Half-Life 3 в виде выдаваемой за слитый скриншот картинки художника из Electronic Arts, просто представившего, как бы выглядела Half-Life в будущем, и мыльной фотографии с презентации Microsoft, продвигавшей в то время Xbox 360. На одном из слайдов презентации была показана технологическая карта того, что, как и кто будет использоваться на новой консоли, и среди прочего можно было различить строку с упоминанием Valve и Half-Life 3. В то же самое время в самой Valve думали, что с третьей частью вообще делать. Они ее натурально боялись, если судить по интервью сотрудников. А все потому, что они несколько переоценили свои силы, думая, что знают, как разрабатывать игры. Первую Half-Life Valve сделали за 2 года и сравнительно небольшие деньги, и им казалось, что следующую игру они будут создавать в таком же темпе на те же ресурсы. Но вторую часть Half-Life Valve пришлось сделать чуть больше 5 лет, привлекая к разработке больше людей и потратив на это все $40 миллионов, что было дикостью в те времена. В начале 2000-х казалось, что игру, застрявшую в разработке больше, чем на 2 года, смело можно назвать долгостроем. Помните Duke Nukem Forever? Эту игру когда-то упоминали исключительно в связке со словом «долгострой», и происходило это так часто, что они стали синонимами. Этот обидный титул, обозначающий производственный ад и проблемы, закрепился за Дюком всего-навсего спустя 5 лет после анонса игры, в 2001 году, когда Wired сделали шуточную номинацию Vaporwave Award, где собирались продукты, которые так и не вышли в свет. То есть уже на тот момент затяжная разработка Дюка стала мемом, а значит называть долгостроем эту игру стали даже раньше. Конечно же, когда разработка Half-Life 2 заметно затянулась, Valve стали сильно нервничать. Как бы их там ни заклеймили ужасным прозвищем, но что еще страшнее, не устареет ли игра за это время?
Игроки, привыкшие получать продолжение своих любимых серий раз в год-полтора, казалось, могли бы и забыть, что такое Half-Life вообще. За 5 лет тестировщики Valve заканчивали школы или обзаводились семьями. Все сильно менялось, технологии скакали вперед, и, как назло, перед глазами маячили примеры неудачных сиквелов таких легендарных серий, как Deus Ex, Tomb Raider, Dino Crisis и Command & Conquer, которых объединяло одно. Это были продолжения игр, которые решили что-то поменять или добавить в серии, чтобы соответствовать новому миллениуму. Совсем как Half-Life 2. А ведь чтобы выйти в плюс с этой игрой, нужно было продать серьезные 2 миллиона копий, что на момент выхода в 2004 году было огромным достижением даже для крупных представителей индустрии. А Valve тогда не были такими уж крупными. По сути, Гейб поставил все деньги на красное, и если бы Half-Life 2 провалилась, то о существовании Valve не могло бы быть и речи. А тут, как вы можете помнить, предрелизную версию Half-Life 2 вместе со всем исходным кодом слили в сеть чуть больше, чем за год до официального релиза, что могло нанести огромный удар по продажам. А это было особенно страшно, потому что Гейб хотел распространять свою игру в новомодном Steam, который, вы сейчас не поверите, ненавидели все и каждый. Ведь он требовал интернет-подключения и скачивания игры, что не устраивало не только игроков, хотевших просто вставить диск и играть, но и издателя в лице Vivendi Universal, желавшего полностью контролировать дистрибуцию игры, что вылилось в затяжной судебный конфликт. Все это, конечно, не помешало Half-Life 2 стать лучшей игрой целого десятилетия, легендой и народной любимицей. Эта игра действительно объединяла, ведь она была у каждого, кто хоть немного уважал видеоигры. Ты был обязан в нее поиграть, если называл себя геймером. И мы, кайфуя в этой прекрасной игре, даже не подозревали, что там, за кулисами, команда Valve закупала на деньги с продаж грузовики Волокордина, чтобы как-то пережить последствия этого кошмарного безостановочного стресса под названием Half-Life 2. На отдых было мало времени, ведь все прекрасно понимали, что совсем скоро придется снова нервничать над третьей частью. Эта мысль устрашала. Ведь если время и бюджеты на разработку растут в геометрической прогрессии, то Valve просто не вывезет проект, учитывая ожидания игроков и собственные амбиции. Valve в то время интересовало другое, нежели перспектива запереться в офисе на следующие 10 лет, разрабатывая одну игру. Для создания Half-Life пришлось бы задействовать все свои ресурсы и всех людей, многие из которых уже были заняты своими проектами, в которые они вложили свой энтузиазм и время, начиная от Day of Defeat и заканчивая Portal и Team Fortress 2. Забрасывать эти игры не то, что не хотелось, они были необходимы, чтобы привлекать к Steam больше людей и расширять аудиторию магазина. Да и ощущение, что Half-Life нужно немножко поставить на паузу, было. Но историю Гордона Фримена необходимо было закончить, а то останавливаться на таком мощном клиффхенгере в башне Цитадели было просто преступлением. Поэтому Гейб задумался о том, как можно было бы дарить людям Half-Life чаще, но при этом задействовать меньшее количество разработчиков. И идеальным решением казалась эпизодическая система выхода, как у Telltale Games. Как будто бы это было именно то, что искали в Valve. Ведь разбивка на эпизоды решала сразу несколько вещей. Небольшая продолжительность каждого эпизода в сравнении с обычной игрой была равна меньшему количеству трудочасов. Можно было выпускать эпизоды относительно часто, обкатывать смелые решения и идеи, оставаться актуальными и получать фидбэк сразу на месте. Ну и фанаты должны были быть довольны, ведь они получают продолжение любимой истории не раз в 5 лет, а раз в год, плюс совершенно новые игры от студии. Звучит просто волшебно, но мы все знаем, что эксперимент с эпизодическим форматом окончился полным фиаско. Оказалось, что дробление одной игры на небольшие эпизоды не только не уменьшает количество работы над ними, но еще и опасно развязывает руки. Первый эпизод показал себя хорошо со всех сторон. Разработчики не так сильно выгорали, объем работы был меньше и более концентрированным. Но уже ко второму эпизоду заряженные разработчики хотели делать что-то новое и интересное, и начали впихивать невпихуемое, ведомые своим душевным подъемом. Оттого в игре появились более открытые локации, сегменты с поездкой на машине и противники, созданные с нуля, со своим особенным поведением. Да и общий масштаб и качество постановки также возросли. Третьему эпизоду идеи и концепции начали придумывать еще больше. Разработчики оказались заняты не самой игрой, а приколами и особенностями, которые в ней могли бы быть, и их разработка сжирала все время. И Valve пришли к тому, от чего
чего хотели всеми силами убежать. Масштабы и амбиции третьего эпизода стали настолько большими, что это уже было похоже на полноценный Half-Life 3, и это было просто нелепо. Сроки выхода эпизодов были полностью похерены. Игроки получали по чайной ложке в год, и обещание Гейба, что все 3 эпизода выйдут до 2009 года, оказались наглой ложью. Каждый из 3 запланированных эпизодов переносили неоднократно. По первоначальной задумке, первый эпизод должен был выйти летом 2005 года, но его сдвинули почти на год. Хотели успеть в срок со вторым эпизодом и выпустить его в конце 2006, но выпустили в 2007. А после, когда стало понятно, что третий эпизод не выйдет даже в 2009, пришло страшное осознание, что суммарно игроки ждут свои маленькие дозы истории Гордона дольше, чем они ждали полноценную Half-Life 2. Формат эпизодов полностью провалился и не достиг своей цели. Стало понятно, что необходимо делать одну большую игру четкой направленности с конкретной идеей и концепцией, вокруг которой собирались бы механики и наработки. Но эту игру пришлось бы делать больше 5 лет. И все бы ничего, но случились шапочки и кейсики. Team Fortress 2, Dota 2 и Counter-Strike стали лидирующими проектами нового десятилетия, буквально создав облик современной игровой индустрии. Разработка игр-сервисов была отдушиной. Эти игры можно было быстро обновлять, создавать кучу ивентов и контента, не убивая на этом месяцы. Можно было спокойно поставить людей на инженерию игрового движка, на придумывание прикольных штук, создание новых технологий и поиск того, что станет ключевым революционным элементом будущего Half-Life 3. Это было именно то, к чему стремились Valve с середины 2000-х. При этом можно было совершенно никуда не торопиться. Steam стал самым главным магазином видеоигр в мире. Valve зарабатывали 100% прибыли, ни с кем не делясь. Никаких рисков потерять компанию, никаких разговоров о выживании и издателях. Valve теперь сама и издатель, и разработчик, и магазин в одном лице. Можно было расслабить булки, идти ковать мечи в гараже целыми днями или скупать яхты со встроенными баскетбольными площадками, чтобы без зазрения совести застревать в водах Новой Зеландии и чилить там со Steam Deck'ом. И наблюдая за тем, как Гейб постепенно превращается в Иисуса, гостившего у бабушки, нельзя было и предположить, что с таким блаженным расслабоном на лице можно быть занятым разработкой Half-Life 3. Так что после 2011 года надежды на выход Half-Life 3 рухнули. Затем цифра 3 и вовсе превратилась в мем, и до 2017 года большинство как-то подзабило на третью часть, предполагая, что ее лучше вообще и не выпускать, чтобы она не стала жертвой завышенных ожиданий. Но датамайнеры не спали. Они копали и копали уверенно, жертвуя интернету все то, что они могли нарыть. По их словам, Valve совсем скоро выпустят новую игру, и, о чудо, это действительно произошло. На International всем показали под фанфары артефакт. Если вы не помните эту игру, то вы все правильно делаете, ведь это была карточная игра по вселенной Dota. Разочарованный стон прокатился по всему миру. Все почему-то ожидали, что это будет Half-Life 3, хотя датамайнеры задолго до анонса твердили, что это будет ККИ с лором по доте, но их просто никто не хотел слушать. И что самое страшное, игра оказалась так себе. Даже фанатики Гейба, уверенные, что Valve не может делать плохих игр, не могли восторгаться артефактом слишком долго. Это была самая обычная игра про карточки, причем с лютым донатом. За $20 вы получали стартовый набор карточек, а остальные приходилось докупать за реальные деньги, и больше никаким другим способом добыть их было невозможно. Поэтому артефакт открыла новую нишу донатных помоек — Pay to play. Плати, чтобы платить, чтобы поиграть. Артефакт оказалась настолько никому не нужной игрой, что в ее разделе на Твиче транслировали фильмы и сериалы, играли в другие игры, крутили гачи-миксы и даже показывали порнографию. И всем было абсолютно плевать. Никто в здравом уме не пойдет смотреть, как кто-то играет в артефакт, чем пользовались стримеры, для которых раздел с игрой на Твиче превратился в уютный тайный уголок вседозволенности. Лишь только когда кто-то запустил трансляцию теракта в Крайстчерче, тогда Twitch и Valve вмешались и почистили раздел с игрой, но было уже поздно. Артефакт навсегда остался связан с порно и брейнрот аниме. Возможно, впервые за современную историю в Valve разочаровалось большинство. Смотря на артефакт, можно было решить, что мы потеряли ту Valve, которую все любили, и игры, которые ждут. Фанаты Half-Life, преданно верящие в анонс продолжения, все больше походили на клоунов. Сенсационным заявлением о найденных доказательствах существования третьей части уже просто никто не верил. В болоте отчаяния тонули последние надежды, пока туда не бросили огромную, вязанку динамита и бахнуло так, что всю тину со дна разбросало по округе. Бывший сценарист серии Half-Life Марк Лейдлоу в один из своих мирных
первых пенсионерских дней, без каких-либо анонсов и предупреждений, слил весь сюжет третьего эпизода в открытый доступ в честь его 10-летнего ожидания. Это произошло спустя всего несколько недель после анонса артефакта, и многие связывают эти два события, допуская, что у Лейдлу просто сдали нервишки на фоне критики Valve и разрушенных в крах ожиданий. И эта версия недалека от правды, ведь сам Марк заявил, что хотел бы дать фанатам хоть что-то, поставить точку, чтобы все выдохнули, осознали, что это конец, и пошли дальше, сбросив с себя груз надежды. Теперь фанаты могли узнать, чем закончилась бы трилогия эпизодов и, наконец-то, успокоиться. Имена персонажей в слитом сценарии были изменены во избежание юридических трений с Valve, но за Герти Фримонтом и Алексом Вонтом угадывались знакомые персонажи. Если кратко, то сюжет повествовал о том, как Герти и Алекс находят корабль Борей, который из-за неудачного эксперимента стал прыгать во времени и пространстве. Герои решают использовать эту особенность и направить корабль в прошлое прямо в сердце Альянса как бомбу, взорвав там все к чертям. Но внезапно влетает Джемен, ворует Алекс, нарушает все планы и оставляет Герти одного на Борее, который вот-вот взорвется. Корабль несется сквозь время и пространство, выпрыгивает около гигантской сферы Дайсона Альянса, и Герти понимает, что все их усилия были лишь спичкой против океана. И в самый последний момент Герти спасает Вартигонта, и он остается в живых, разочарованный в своей цели и в своих силах. Для фанатов, перебивавшихся мелкими слухами последние 10 лет, слив подобного масштаба от человека, напрямую связанного с серией, был сродни звонкой пощечине дубинкой комбайна. Это было настолько большим шоком, что многие отказывались верить в происходящее, называя сценарий фанфиком от старого деда и смеясь над теми, кто воспринял его всерьез. Сегодня можно с куда большей уверенностью сказать, что это действительно был сценарий третьего эпизода, который каждый из вас может прямо сейчас прочитать и подробно узнать, чем продолжилась история Гордона Фримена и Алекс Венс. Но по факту это был фанфик, да, потому что явно был написан лет 10 назад и едва ли мог остаться актуальным на сегодняшний день. Но дело тут немножко в другом. Марк, желавший освободить фанатов и дать им спокойствие, заставил кастрюльку бурлить пуще прежнего. Он доказал, что третий эпизод был. А может и есть, а может он разрабатывается прямо сейчас. Через несколько лет Марк Лейдл сознается, что жалеет о своем поступке, рассказав, что доставил проблем бывшим коллегам, ведь дал еще больше причин верить, что Half-Life 3 реально. Надежды подпитывали и неуемные датамайнеры, которые уже накопали новую информацию о грядущей игре Valve. В этот раз в центре внимания оказался Тайлер Маквикер, который еще за год начал утверждать, что нашел неопровержимые доказательства новой Half-Life для VR-очков. Над Тайлером тогда все угорали, поскольку его прошлые предсказания не сбылись, и верить в то, что Valve пустит такую важную игру, как Half-Life, на тупые VR-очки, которые не все хотят покупать, абсолютная глупость. А потом июнь 2019 года. Valve выпускает свои VR-очки за $1000, и Гейб обороняет фразу, что для них выйдет флагманская игра. Все складывалось, но никто не мог и представить, что Half-Life можно будет играть в VR. Как это вообще будет выглядеть? Ждать релиза пришлось дольше, чем обещалось Гейбом, как всегда. У них там опять случилась закулисная драма, когда офис Valve с дружеским визитом посетили разработчики Bonework, одной из самых инновационных и интерактивных игр для VR того времени. Увидев Bonework, в Valve пришли в отчаяние, потому что их игра для VR была топорной, статичной и старой. Пришлось ее срочно менять и допиливать в попыхах. И как будто этого было недостаточно, произошел слив интервью Джеффа Килли, в котором прямо упоминается название игры — Half-Life Алекс. Так это все-таки Half-Life. Представьте, какой уровень безумия начался. Valve пришлось дэмэдж-контролить ситуацию и показывать трейлер игры беснующемуся интернету раньше срока, и реакция была неоднозначной. С одной стороны, от самой игры все были в восторге, но с другой, она была только для VR, и это было камнем преткновения для многих. Когда релизнулась Алекс, очки от Valve разобрали мгновение ока, несмотря на весьма высокую цену. Поставок приходилось ждать месяцами, а потом наступил ковид. Логистические связи нарушились, поставки техники приостановились, и пока все восстанавливалось, аудитория уже успела остыть Half-Life Alyx. Многие до сих пор не играли в эту игру, я до сих пор не играл в эту игру, а ведь там была очень и очень важная вещь, которая придала 100% уверенности к тому, что Half-Life 3 точно будет. Они отредконили сюжет. Причем сделали это одним из самых опасных способов в мире. Сейчас будут спойлеры, так что если вдруг вы знаете, что делать, отмотаете на вот это вот время и живите спокойно дальше. Итак,
Они дали в руки Алекс своего рода машину времени. Я уже как-то объяснял, насколько опасно вводить в середину истории внезапную манипуляцию со временем, которая позволит все исправить или нарушить, потому что такая сила может легко обесценить любые действия героев в дальнейшем. Если можно изменить все по щелчку пальцев, то почему это не сделать в любой удобный для сценаристов момент? Так что, как по мне, это довольно рискованный ход, хотя в Half-Life все не так просто. Джемен показывает Алекс Венс будущее, где ее отец Илай умирает прямо у нее на руках, и предлагает изменить это будущее и спасти отца. Но за это Алекс станет новым агентом Джемена вместо вышедшего из-под контроля Гордона. По итогу Half-Life Алекс продвигает основной сюжет аж на колоссальные 10 секунд вперед, показывая новую концовку второго эпизода. В новом каноне советник Альянса лежит мертвой грудой в углу, Алекс Венс куда-то пропала, а Илай твердо стоит на своих ноге и передает монтировку в руки Гордона Фримена в лучших традициях фильмов Майкла Бэя, не хватает только песни Линкин Парка на фоне. Эта новая концовка вызвала немало едких комментариев, поскольку в одном из старых интервью от 2007 года Гейб твердо и четко заявлял, что смерть Илая окончательно и очень важна для серии. Цитата: «Люди здесь умирают, это не детское ТВ-шоу, где набор персонажей постоянен, просто потому что зрители могут смотреть серии не по порядку. И для сценаристов этого шоу такой подход является ужасным ограничением. Мы подобного стараемся избегать», — говорит Гейб в интервью. Что ж, видимо, его слова очень плохо состарились. Но оценивать состоятельность редкона сюжета Half-Life рановато, поскольку мы не знаем, достойна ли грядущая история подобного. Действительно ли было важно оживлять Илая и пускать Алекс в путешествие во времени и пространстве, и как это повлияет на дальнейшие события. Вы осознали, что я сейчас сказал? Valve изменила концовку второго эпизода, чтобы подогнать его под новое видение истории. То есть они планируют показать, что будет дальше, и приготовили для этого отправную точку. Half-Life 3 конфирмит. Понимаете? Согласитесь, было бы максимально тупо воскрешать персонажа просто по рофлу, менять исходные данные и вместо дальнейшей разработки этой игры заняться Рикошетом 2, например. Это было бы странно даже для Valve, которые могут себе это позволить. Так что, если вы не понимали, отчего все снова так уверенно носятся со шприцами хопиума в груди, именно Half-Life Алекс дала основательную и бетонизированную основу для новых верований и слухов о разработке третьей части, даже без учета того, что нашли датамайнеры. А они нашли много за это время. Перечислять прям все накопанное я не собираюсь, поскольку это сделали такие слоны, как Гейб Фолловер, Тайлер Маквикер, Павел Джундик и многие другие, которые преданно разбирали завалы информационного мусора в поисках чего-то действительно ценного. Так что, если вы хотите подробностей или хотите первыми получать инсайды из Valve, то я оставлю ссылки в описании на этих ребят. Все, что я сейчас сделаю, это суммирую все их находки и выделю самое, как по мне, интересное и важное, что может нас ждать в третьей части. И это ответит на самый интригующий и интересный вопрос. Зачем вообще ждать новую Half-Life и что там будет? Когда будете уходить с видоса, не забудьте взять свой шприц с хопиумом у выхода, если что. Несмотря на то, что сама Valve очень закрытая контора и информация из ее стен просачивается редко, быть датамайнером этой компании очень даже выгодно, потому что коды их проектов бывают куда красноречивее любого менеджера по работе с общественностью. Когда Valve создает новую игру или обновляет свой движок, они заливают туда куски кода, похожие из всех своих прототипов и проектов, которые только есть в ее закромах. Находить эти куски бывает довольно трудно и утомительно. Иногда это всего лишь небольшая строчка кода или бессмысленный набор символов, который работает только в связке с другим бессмысленным символом, найденным в другом месте. И часто еще приходится гадать, что этот символ вообще может значить. Потому что, например, в апдейтах Доты и Контры находили упоминание некой цитадели, что напрямую относится к Half-Life, но затем цитадель переименовали в Neon Prime, а на самом деле под этим словом скрывалась Deadlock. Но больше интереса у всех вызвала другая находка — HLX, что можно перевести как Half-Life X или Half-Life Zen. Когда были обнаружены 3 этих буквы, многие не придали им серьезного значения, считая, что это остатки кода от Half-Life Alyx. Но постепенно эти 3 буквы обрастали миском, вокруг них образовывалось все больше файлов, видеть их стали чаще и никакой связи с VR обнаружено не было. Зато были обнаружены упоминания HEV костюма, который носил Гордон, и связанные с ним механики вроде бега
по стенам, приседания, хватание за уступы, подкаты и прыжки. Всего того, что в VR вызовет мощнейший поток блевоты на бабулин ковер. Поэтому то, что HLX связано с Алекс, сразу было отсеяно. Это было что-то другое. Либо бег по стенам и подкаты затесались случайно из какого-нибудь дедлока, либо Гордон Фриман реально научился паркурить, что не так уж и дико для 27-летнего физика-ядерщика, который уничтожил целую армию монтировкой, взорвал космического младенца в инопланетном измерении и возглавил мятеж в авторитарном государстве в будущем. Также в файлах была найдена некая Зен-горилла, я даже представить боюсь, как она может выглядеть, и дикие манхэки, чем бы они ни были. Может быть, реально эти летающие лезвия обрели свободу и стали выживать в дикой природе. Вдобавок обнаружены бегущие хэдкрабы, упоминали гравипушку и комбайнов, плюс все файлы, помеченные HLX, связаны с характерными для одиночной игры вещами, вроде сохранений, NPC, скриптовыми сценами и так далее. Но названия строчек кода давали лишь 50% уверенности, что Valve разрабатывают Half-Life 3, ведь файлы и код можно обозвать как угодно, чтобы обманывать датамайнеров. Другие 20 накинула актриса озвучки Наташа Чандл, в портфолио которой появилось кое-что подозрительное. Проект «Белые пески», видеоигра Valve. И все бы ничего, но парк White Sands находится в штате Нью-Мексико, и именно в этом штате во вселенной игры расположилась черная меза, где Гордон Фриман учился пользоваться микроволновкой. Можно подумать, что это забавное совпадение, но стоило только интернету это заметить, как строчка в резюме Наташи мгновенно исчезла. Дополнительные 20% уверенности в выходе Half-Life 3 накопились совсем недавно, с внезапным анонсом новой Steam-машины. Мы до сих пор не знаем цену этого устройства, которое, скорее всего, не будет демократичной, а с нынешними ценами на оперативную память, которые растут день ото дня, на доступную паровую машину от Гейба можно как будто бы даже и не рассчитывать. А какой существует лучший способ бустануть продажи игровой платформы в любой момент времени? Продавать эту платформу вместе с новой игрой в комплекте, причем не какой-нибудь, а максимально хайповой, как Half-Life 3. Конечно, к этому можно относиться скептически, не просто ж так мы оставили 10% неуверенности, но очки виртуальной реальности шли в комплекте с Half-Life Alyx. Steam Deck вышел вместе с небольшой игрой по вселенной Portal, полноценный сиквел которой я был бы не против увидеть. И если следовать этой логике, новая Steam машина должна выйти с какой-то игрой на борту. Не обязательно эксклюзивной, но все же должна. Так что хайповозы и хопиомобили, курсирующие по интернету, очень даже обоснованы. Особенно, когда узнаешь, что в Half-Life 3 может быть. Что ж, если верить датамайнерам, нас ждет что-то вроде тех видео по последним легендам о Зельде, в которых азиаты делают крутое дерьмо. Плюс еще будет монтировка, пистолет и хэдкрабы. Если обобщить все, что нашли люди за последние 15 лет о возможной Half-Life 3, то нас ждет не просто линейный шутер, а большая песочница с кучей лопаток, формочек и ведерок. Картинка складывается такая, что Valve сделает несколько иммерсивных систем и инструментов для взаимодействия с ними, чтобы игрок создавал уникальные ситуации, геймплей и, вероятно, историю. Были обнаружены упоминания процедурной генерации элементов уровней и их разные сочетания, что вызывает болезненные ассоциации со Старфилдом. Но вместо того, чтобы создавать вселенную пустынь с разной комбинацией камней, у Valve будет более точечный подход. Самое близкое, с чем можно это сравнить, генерация уровней в современных XCOM или, если хотите, генерация из Майнкрафта. В Half-Life 3 будут заранее заготовленные куски локаций, у каждой из которых будет несколько, так сказать, разъемов, под которые заточены другие конкретные куски локаций, которые подходят по смыслу или содержанию. И вот эти кусочки собираются как пазл, что создает иллюзию бесконечно огромной локации с конкретной логикой и структурой. Для чего эта технология может применяться, можно только гадать. Допустим, Гордона могут отправить изучать мир Зен, а там такая генерация окажется как нельзя кстати. Ну или если серьезно воспринимать кодовое название White Sands, то можно предположить, что мы будем изучать пустыню вокруг черной мезы, и это даже может быть весело, ведь мало ли как на нее мог повлиять каскадный резонанс. Например, из порталов в черной мезе мог бы выползти сам Зен. Технически Зен — это не просто измерение, да, но живое существо, поскольку то, что выглядит как земля или трава, там на самом деле биомасса. В Half-Life Alyx был показан момент, как Зен-флора покрывает пространство как грибок, но этот грибок там статичен. А теперь представьте, что в Half-Life 3 вы заходите в нормальное обычное здание, тусите там 10 минут, выходите, а здание уже покрыто Зен-выделениями, и вы видите, как биомасса движется дальше. Пока что это только теория, но она вполне может оказаться правдой из-за одной находки.
из-за блоба. Блоб должен был появиться еще в Half-Life 2 и выглядеть как большая бессмертная капля, которая может распадаться на множество маленьких блобов, растекаться по поверхности и собираться обратно. Воплотить его грамотно в качестве существа в игре не смогли, поэтому его вырезали. Но технология осталась, и блоба потом превратили в гель во втором портале. Если помните, он там вел себя весьма физически корректно, оставлял следы, перетекал, выливался и так далее, но он не был каплей сам по себе. Тогда симуляцию жидкости воплотили с помощью хитрых трюков с текстурами, но уже в Half-Life Alyx мы могли видеть блоба, спрятанного в бутылку. И если вы не позер, то вы охреневали от физики жидкости в играх еще до трейлера GTA 6. Также была найдена вырезанная из Half-Life Alyx Зен-граната, которая разбрасывала флору в эпицентре взрыва и создавала органические укрытия. Но опять же, 6 лет назад воплотить такое было сложновато, и все это время Valve, видимо, допиливали эту технологию, поскольку она очень часто упоминается в файлах разных игр и, судя по всему, даже не будет сильно взрывать компьютеры, позволяя при этом наблюдать, как Зен-биомасса растет в реальном времени, добавляя к процедурной генерации новый слой. В идеале такая тайловая генерация уровней звучит уже максимально занимательно. Я вижу это так, что в Half-Life 3 у вас будет одна конкретная неизменная цель, как, например, убийство дракона в Майнкрафте или победа над бедствием Ганона в Зельде, но каждое прохождение будет происходить на новых локациях, предлагая разные способы решения проблем, что как минимум подарит иллюзию неповторимости и бесконечной реиграбельности. Но генерацией всего и вся сегодня можно удивить кого-то уровнем младенца разве что. Но если генерируется что-то, что можно пощупать, разбить или взорвать, это уже другое дело. Если Half-Life 2 давал нам физику предметов, то от Half-Life 3 ожидается физика материи. Датамайнеры нашли следы чего-то, что напоминает воксели. Объекты в игре — это не просто интерактивный кусок цемента в разных формах, а объемные структуры, которые реагируют на окружающую среду. А все потому, что в файлах игры были найдены следы вычитания геометрии. То есть, если в Half-Life 2 мы верещали от восторга от возможности положить кирпич на доску, то в Half-Life 3 мы можем вытащить кирпич из стены. Да, прикольная физика из игр грозится вернуться обратно. Мы рискуем ощутить вкус новых прекрасных времен опять. Так что же эти воксели и вычитание геометрии нам дает? Скажем, если раньше оружие оставляло лишь деколь попадания на стене, то есть обычную картинку, теперь же пуля может пробить в этой стене дырку, или отскочить от нее, или может даже застрять. Вы можете сделать воронку в земле, бросив гранату, или проломить пол под противниками, чтобы они упали на этаж ниже. Причем это все с многослойностью и кучей деталей. Условно, если вы взрываете асфальт, под ним вы обнаружите бетон, а под ним трубы коммуникаций, только под ними вы найдете землю. И много из этого будет сыпаться и разбиваться. Вторая часть до сих пор впечатляет своими разбитыми стеклами, а то, что я увидел в Half-Life Alyx, придает мне уверенности, что я никогда не пройду эту игру до конца, потому что буду разбивать каждое встречное окно, чтобы смотреть, как сыпятся осколки. Это же дикий кайф. А что там будет в третьей части, можно только представить. Физическими будут не только жидкости и материи, но и огонь. Датамайнеры нашли его параметрическую сущность в файлах игры, означающую, что и огонь будет взаимодействовать со всеми разрушениями и действиями игрока. В игре у материалов и поверхностей будет разная степень горючести, позволяющая огню распространяться как в реальной жизни. Более того, если в помещении что-то горит и игрок разобьет окно или сделает другое сквозное отверстие, то огонь отреагирует на изменение тяги и его начнет тянуть к новому источнику кислорода. Ну и естественно, огонь будет реагировать на изменения в погоде, которую вместе со сменой дня и ночи тоже нашли в строчках кодов. Очевидно, что огонь будет гаснуть под дождем, а в сухую погоду разгораться сильнее. Влажные материалы огонь брать не будет, и, возможно, он сможет даже высушивать небольшие лужицы при достаточной силе. А где огонь, там и дым, который мы уже могли наблюдать в той же Counter-Strike 2. Но, конечно, в грядущей Half-Life дым будет не просто облачком, а таким же физическим явлением, как и все остальное. Он сможет стелиться туманом по локации, заполнять собой помещение и менять свое направление относительно ветра. И, вероятно, на это все еще будет влиять гравитация, священная корова серии Half-Life. Без нее эту серию уже невозможно представить в принципе. Третья часть позволит не только притягивать и запускать предметы вокруг себя с помощью гравипушки, но и попадать в целые зоны с измененной гравитацией, а может быть даже их создавать. Скорее всего, будут какие-то помещения с головоломками в духе Portal, в которых нужно направлять гравитацию в определенную сторону или включать-выключать ее для решения задач. Конечно же, все осколки стекла, коробки, трупы и бутылки будут красиво подниматься и плавать в воздухе по вашей указке. И скорее всего, этого мусора будет много из-за технологии спящих объектов. Игра тупо
игнорирует предметы, которые не использует игрок, и объединяет кучу объектов в один, и потому они не нагружают процессор компьютера. Но это, по всей видимости, к сожалению, исключает и легендарнейшие гличи с микростолкновениями, звуки которых навсегда поселились в нашем сознании на бесплатной основе. Со всем вышеперечисленным также связаны противники и NPC. Они не только реагируют на погоду и будут пытаться поддержать с вами разговор, но и чувствуют поверхность вокруг себя. Система, так скажем, рэгдолла теперь работает не только с трупами, но и с действующими противниками. Если на пути такого окажется яма, то он не просто пройдет по прямой, на секунду провалившись в это углубление, его ноги будут магнититься к вершинам в этой яме, что создаст впечатление, будто противник реально преодолевает препятствие. Или если, например, за место пола появилась внезапно дыра, то NPC не остановится у ее края, а перепрыгнет ее. Или займет новое укрытие, если старое развалилось. То есть NPC смогут простраивать новые маршруты, ориентируясь на изменения в окружении, а возможно, они будут знать, как изменять это окружение сами. При этом противники также будут видоизменяться. Что-то подобное можно было увидеть еще в Half-Life Alyx, но в Half-Life 3 маски комбайнов могут помяться от сильного удара, на теле остаются следы от пуль, конечности могут отрываться по кусочкам, а части брони будут отлетать от слишком большого урона. Также было найдено поведение живых NPC в условиях измененной гравитации, поэтому можно ожидать, что они будут паниковать или пытаться развернуться в вашу сторону и стрелять, а не просто летать мешком картошки. Сами противники будут работать в группах. У комбайнов есть разные специализации, от которых зависит поведение на поле боя. Например, тяжеловесный подавитель в броне будет удерживать вас за укрытием непрерывным огнем, пока другие, более мобильные комбайны постараются обойти вас с тыла. Для создания подобных интересных ситуаций поможет и режиссер из Left 4 Dead, который будет следить за интенсивностью боя и состоянием персонажа, либо делая противников агрессивнее и подкидывая новых, либо наоборот уводя их в защиту и заставляя чаще промахиваться. Плюс потенциально этот режиссер сможет работать как Alive из Сталкера, только реально работать. На локации будут курсировать патрули, они будут реагировать на стрельбу и встревать в ситуацию без вашего участия. И по всей видимости создавать иллюзию жизни понадобится, потому что либо нас ждет открытый мир, либо большие локации. Да, звучит невероятно, но как минимум транспорту для новой игры Valve уделили большое внимание. Физика передвижной техники была сильно переделана, чтобы опять же учитывать все неровности и реагировать на изменения в вокселях. Были найдены отдельные скрипты для подвески. Каждое отдельное колесо реагирует по-своему на поверхность, на которой находится. Плюс центр тяжести автомобиля меняется, если на него положить груз. Естественно, как видимо и все в этой игре, машины подвергаются деформации и, возможно, кастомизации, потому что оружие точно можно будет апгрейдить и навешивать на него новые приблуды. Было, конечно, найдено еще немало всякого, но, как по мне, это основное. И если верить датамайнерам, то новый Half-Life ощущается как полигон для тестирования твоей изобретательности, то есть совсем как Легенда о Зельде. Конечно, это все звучит как мечта школьника, который просто хочет круто и никак иначе, да? Некоторые вещи могут показаться максимально надуманными и невероятными, мне и самому так казалось, но если так задуматься, то ничего сверхнеординарного датамайнеры не нашли. Ведь, скажем, деформировать поверхность мы могли еще в первом Red Faction 2001 года. Чихать от поднятой пыли и вынимать щепки из глаз можно было в Black на мощностях PS2. GTA 4 показывала невероятную физику тел и деформацию автомобилей. В Alone in the Dark огонь вел себя действительно как живой, и можно было взять в руки табуретку, поджечь ее и швырнуть в противника, как будто это в порядке вещей и каждая игра так может. Физики воды вообще делали отдельные игры, посвященные по сути только ей. Противники впечатляли своим поведением еще в Fear. В Star Wars The Force Unleashed двери штукатурка мялись и разлетались под воздействием силы. Возможности Teardown с Майнкрафтом я могу даже не рассказывать, вы и так все знаете. А в огроменной Red Dead Redemption 2 была физика яиц коня на морозе, поедание еды NPC в реалтайме и миллион мелочей, которые даже сегодня кажутся невозможными для видеоигр, хотя RDR 2 вышла на минуточку 7 лет назад. То, насколько скептически мы относимся к находкам датамайнеров по Half-Life 3, говорит лишь о том, что мы подзабыли, на что игры вообще способны. Все вышеперечисленные игры вышли много лет назад и впечатляют нас сегодняшних, но вот в чем прикол. За все это время, за все эти 20 лет, ни одна игра не собирала все эти технологии вместе. Все были заняты продажей картинок и увеличением полигонов на заднице какого-нибудь персонажа. И не только потому, что физику и иммерсивность сделать трудно, но и не всегда весело. Если так задуматься, то очень редкая
российская игра могла сделать крутые технологии веселыми дольше, чем на 2 минуты. Вот та же Red Faction Guerrilla предлагала взорвать все, что вы видите, уронить силосную башню молотком, и это было просто поразительно. Но вне рамок вот этого, это была до боли унылая игра. Попытка в реалистичную физику автомобилей в GTA 4 многих раздражала, потому что требовала высокого скилла для высоких скоростей, что руинило прохождение многих миссий. Да и наблюдение за яйцами коня в RDR 2 постоянно отвлекает и мешает в эту игру играть. И если вдруг Гейб знает, как собрать воедино все самое крутое, о чем мы мечтаем, в одну веселую игру, и сделать это настолько аутентично и плавно, чтобы мы даже не задумывались, что играем, это же действительно то, что можно назвать революцией и шагом вперед для видеоигр. Чтобы нас поразить, Valve не нужно придумывать что-то, что мы еще никогда не видели в своей жизни. Им просто нужно собрать вещи, которыми в видеоиграх давно не пользовались. Да если Half-Life 3 просто вызовет такой же восторг пару раз, как первые кирпичи на доске в Half-Life 2, будет уже отлично. Именно такую игру мы и хотим, я хочу. Иммерсивную, сложную, которая заставит все то, что вышло до нее, выглядеть бедно, деревянно и некрасиво. Которая заставит думать, как мы вообще могли в это играть и считать это вышкой игровой индустрии. Где можно делать тупые штуки с умными вещами, выпиливать дырки в форме пениса и заставлять противников через них пробираться. Нам нужно это веселье. И узнать, чем закончится история Гордона Фримана, конечно. И Half-Life 3 обещает быть такой веселой игрой. Ну, как минимум, очень на нее похожей. А может быть, ее и не будет, ладно, мало ли, может разработчики психанут, скажут, что не, игра уже не то, что мы хотим, и пойдут делать шапки для Дедлока. Все может быть. Но знаете, когда слухи и сливы начинают активно курсировать по интернету, прямо как сейчас, когда сразу несколько источников утверждает, что что-то будет в ближайшее время, то обычно что-то и происходит. Может быть, не то, чего все ждут, но все же. Поэтому да, как бы это глупо ни казалось, хочется верить в Half-Life 3 сейчас, хочется верить, что в декабре-январе будет анонс, и тогда задерживать Пчелиную войну 2, на которую вы так и не набрали лайков, кстати, не будет никакого смысла. А в самом худшем варианте у нас будет свой костюм. После Силксонга все-таки осталась куча клоунских носов. Поэтому ждем, если все действительно произойдет и Half-Life 3 анонсируют в 2026 году, то уже GTA 6 придется двигаться с релизом, чтобы не выйти в одно время с халвой. А у меня пока на этом все. Надеюсь, вы хайпуете и хоупите, и верю, что вы подписались на канал, проверили ссылки в описании и не забыли про розыгрыш пиццы 4 сыра. Пис вам, люди. Пока.